Малышик, Шурин, просыпайся, Сашунчик мой. О, какой. Еще рано, я посплю немножко. Мама хочет поговорить со своей девулей. Чья-то девуля лежит. Такая холосая, такая умная, такая красивая, такая невеста. Так. Кофе в койку. Что за праздник? Вот так, выпей кофе, а я посижу рядышком, поговорим тихонько. Пускай Люба еще немножко поспит. Маме немного надо. И сегодня она радуется. Если бы ты знала, как я счастлива. Ой, мама, ты тратишь столько эмоций и на радости, и на неприятности. Ой, так тебя ненадолго хватит. Да, ненадолго. Но теперь я могу спокойно умереть. За Любу я не очень волнуюсь. Если бы ты знала, Сашенька, как я страдала из-за тебя. Все-таки у тебя возраст. Это роковая связь. Ну, сейчас же все устроилось, как ты хотела. Да, да. И теперь следует забыть все плохое. Надо думать только о будущем. Я категорически заявляю, жить вы будете здесь. Мам, ну как мы поместимся здесь все? Только здесь, только здесь. Мы создадим во все условия. Я ни во что не буду вмешиваться. О, да. В конце концов, мы можем все вместе уехать отсюда. Как уехать? Ну, совсем. В Одессу или даже в Киев. Конечно, поменяем квартиру, уедем. Ведь ты теперь не одна. И тебя здесь больше ничего не держит. Нет? Ведь нет? Нет. Нет. Ну вот и отлично. Вот и отлично. Малышек, мы уедем отсюда. Конечно, это решено. Ах, Киев. Киев громадный город. А какие там новые массивы. А старые районы. А как там цветут каштаны. Ты знаешь, говорят, что в счастливые годы они цветут дважды. Весной и ранней осенью.
Как счастливо складывается для нас этот год. А говорили, год дракона, год дракона. Обещали всякие неприятности. Какая все это глупость. Обязательно в Киев. В Киев. Ой, мама, как я хочу уехать. Давай уедем. Давай, уедем, уедем. Ма, а что ты меня не будешь? Я лежу, жду, а ты не идешь. Че, рано еще, что ли? Рано, рано. А че ты так рано секретничаете? Или вы еще со вчера? Ну, какие секреты? Просто Шура взволнована, она немного нервничает. Это понятно. Когда-нибудь и ты будешь в ее положении. Я никогда не буду в ее положении. Будешь. Когда-нибудь ты тоже будешь невестой. Я никогда не выйду замуж, я не такая дура. Выйдешь. Но сейчас тебе думать об этом не следует. Ты должна думать о том, чтобы как можно лучше кончить школу. Ой, мам, я не выйду замуж. И вообще мужчин можно иметь без штампа в паспорте. И детей можно приобрести неофициально. Люба, где ты этого нахваталась? Нигде я не нахваталась. Люба, это пошлость. Мама, все! Что? Что? Ты что, с ума сошла? Что там такое? Да посмотрите, какое утро! Чудо какое! Умереть можно! Не ори! Соседи вызовут милицию, улица как улица, утро как утро. Закрой дверь, ты простудишься. Так, я сейчас схожу за хлебом и будем завтракать. Ты хорошо выглядишь сегодня. Правда? Нет, ты действительно очень хорошенькая. Спасибо, родная. Ты редко говоришь мне комплименты. Я строгая, но справедливая. Хочешь, я тебя обрадую? Обрадуй. Мы переезжаем в Киев насовсем. В Киев? Ну, в Киев или в Одессу, это не важно. Но я думаю, что в Киев лучше, там каштаны. Каштаны, это, конечно, хорошо. Только мы никуда не переедем. Это легкий бред. Что это бред? Мама сама предложила. А ты что, против? Я не против. Вы никуда не поедете. Вы не двинетесь с места. Про маму вообще смешно говорить. Да мама, кажется, мечтала об этом всю жизнь. Она и будет мечтать еще лет 20. Шурушечка, не смеши меня. Кому мы нужны в этом Киеве? 3 некрасивые провинциальные женщины. Папа не в счет. А Павлик? Ах, Павлик. Слушай, а ты давно знаешь этого Павлика? Угу. А что? Да ничего. Я думала, он просто зубной врач. А он еще и сумасшедший. Люба! Люба, почему сумасшедший? Ну как? Я слышала, что он там говорил. Что лепетал. Ах, почему мы не птицы, почему не летаем? У нас, мол, полная неразбериха. Но где-то там, в Нептуне, есть порядок. Вот мы туда переселимся и заживем. У нас нет денег, но где-то там, на Марсе, они вовсе не нужны. У нас нет друзей, но где-то там, на Венере. У нас нет счастья, но где-то там, все будет блеск, окей. У одного мания преследования, другой Наполеон. А тут все сразу. Солянка.
Люба, ты необразованный человек. То, что он говорил, это только одна из научных теорий. Гипотез. Может быть, она окажется неверной. Но это уже другое дело. Так значит, ты давно знаешь, что нам надо жить на Марсе. Что ж ты раньше-то молчала? Бедная ты моя. Нам и в Киев не переехать. Форять его везде хорошо, он сумасшедший. Почему ты так говоришь о человеке, который тебе не сделал ничего дурного? Ты его видишь первый раз в жизни. Второй. Люба, я не могу на тебя положиться. Ты обо мне говоришь так же. Ты злой человек. Это почему? Потому что я называю вещи своими именами? Нет, потому что ты видишь все, как в кривом зеркале, слушаешь и не слышишь. Он говорил о доброте, о взаимопонимании, о том, что люди должны любить друг друга. Вот это! Надо крупными буквами написать на каждом доме. Любите друг друга, это так ново. Это не ново. Да без этого жить нельзя. Да если ты вообще не признаешь, что существует доброта и разум. Разум я признаю. Нет, если ты не признаешь, что существует любовь и самопожертвование. Пошло-поехало. Ой, ну как можно жить, чтобы мечтать только о том, чтобы выйти замуж за своего физика? Ой, оставь в покое моего физика. Когда-нибудь жизнь тебя очень накажет. Когда-нибудь ты останешься одна. Когда-нибудь? Да, милая моя, каждый человек когда-нибудь остается один. А в чем будет твое убежище, если ты ни во что не веришь? Конечно, то, что он говорил, это не ново. Но это совершенно не дико, абсолютно не смешно. И только идиот и конченый человек может над этим смеяться. А я смеюсь. Я конченый человек. Да. Мне вот так надоели ваши замусоленные слова. Это не ново, милочка. Что это за слово, милочка? Ну, шушечка. Какая разница? Люба, что происходит? Почему ты со мной так разговариваешь? Что я тебе сделала плохого? А что ты мне сделала хорошего, а? Люба, что происходит? Я даже не понимаю, почему в таком тоне? Что Да ничего, ты меня просто оскорбляешь. Я Больше тебя ничего. оскорбляю. Да. Ты говоришь, я злая, а он добрый. Это вместо того, чтобы людям зубы сверлить, он их до истерики доводит. Кого? Он довел до истерики? Да тебя. Ты думаешь, я не слышала, как ты вчера тут ползала и выла, что тебя никто никогда не полюбит? Это мерзко, понимаешь? Подслушивать – это мерзко. Даже если ты что-нибудь слышала, то говорить об этом мне неприлично. Чего ты хочешь от меня? Чего ты хочешь? Я не хочу, чтобы вы оба попали в сумасшедший дом. О, тебе-то какое дело, где я? Здесь или в сумасшедшем доме? Тебе-то что до ничего. этого? В общем, тебе решать, где тебе больше нравится. Да. Зачем ты это говоришь? Зачем ты мне это говоришь? Ты злая, понимаешь? Ты злая. Почему ты это делаешь? Да потому что я твоя сестра. Я люблю тебя. А где Шурочка? Ушла. Ах, так рано. А я думала, мы все вместе позавтракаем, посидим. Какая сумасшедшая жизнь. Все время куда-то спешим, летим. Ну, ничего, все будет хорошо. Я приготовлю омлет, вкусный салат. И у тебя дела пойдут великолепно. Ах ты мой Любасик. Поцелуй маму. Мам, Ну, поцелуй. Ну, что такая суровая, такая мам, дикая? не приставай ко мне. А я хочу поговорить со своим Любасиком, со своей девулей. Ну так говори. Любасик,
понимаешь, какой сейчас ответственный момент в жизни Шуры? Все понимаю, короче. Нет, девочка, ты не понимаешь, как в такой момент важны для женщины нормальные жилищные условия. Ну и для мужчины, конечно. Короче, куда мне деваться? Ну что ты такое говоришь, Любочка? Ты же знаешь, как я люблю вас обеих. Вы обе мои девули. Ну? Я подумала, а что, если тебе сейчас поехать к дяде Вите в Одессу? Это было очень разумно. Там великолепные условия. Ты знаешь, как тебя любит тетя Галя. Ну еще бы, конечно, знаю. Ну зачем иронизировать? А кто иронизирует? Ну, в конце концов, мы все вместе переедем в Киев. Да? Поменяем квартиру, будем жить где-нибудь на Крещатике, на Печерске. Ну, представь себе, Киев, каштаны. И пальмы. Ну, почему пальмы? На балконе посадим пальмы. Люба, я говорю серьезно. А кто шутит? Любасик, ты знаешь, Шурочка заслужила счастье. И мне кажется, Павлик очень порядочный человек. Он очень. Вот тебе не кажется, что в нем есть нечто странное? Да нет, ничего странного. Обыкновенный сумасшедший. Люба, как ты резка? Ну, как можно бросаться такими словами? Ну, ты спросила, я ответила. А на основании чего ты так Да на говоришь? основании того, что я слышала. Я тоже кое-что слышала. Невольно, конечно. Вот об этом я и хотела с тобой поговорить. Это все нужно обсудить, это очень важный шаг. Вот ты сказал, что он сумасшедший, но это, конечно, не так. Ну, хорошо, не так. Нет, это не так, это не так, это не так. Он прелестный человек. Ну, а если он немного, ну, слегка, ну, с придурью, что ли, возможно, у него в роду были какие-то умственные отклонения. Это нужно все выяснить в первую очередь. Как ты думаешь? Угу. Попробуй. Потребуй у него справку. Ну, справка – это глупость. А вот узнать о его родственниках... Да нет, все это не так страшно. Я даже уверена, что ты преувеличиваешь. И все будет хорошо, вот увидишь, и с Киевом все уладится, я уверена. Ну, а то, что есть какие-то трудности... Ну, разве это трудности? Нет, ну, кое-какие трудности есть. К сожалению, они есть. Да плевать нам на эти трудности. А то, что я 10 лет проучилась в этой школе, то, что у меня есть какие-то друзья, знакомые, это ведь никого не интересует. А то, что меня даже не спросили, хочу я или нет в эту паршивую Одессу, это ведь пустяки. Не волнуйся, мамочка, я не буду вам мешать. Я думала годик подождать, но, видно, надо поторопиться. Я тоже выхожу замуж. Сегодня. Сейчас. Сию минуту. Здравствуйте, милая. Боже мой, я именно такой вас и представляла. Мне кажется, я узнала бы вас и на улице. Сердцем бы узнала. Я была уверена, что мы познакомимся. Не сегодня, так завтра. Ну, поднимайте же скорее. И осторожнее, там на лестнице одна ступенька шатается. Моя бы воля, я бы пришла к вам и раньше. Но мне хотелось, чтобы дети сами все выяснили до конца. Ну, а теперь вот, слава богу. И прекрасно, и прекрасно. И все решилось. И слава богу. Мы будем говорить, говорить. Ведь нам есть о чем поговорить, правда? Еще бы, да. Позвольте. Ничего, спасибо. Вы знаете, вы очень похожи на мою покойную сестру, мать Павлика. Она умерла 15 лет тому назад. Ну, проходите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Нет, вы. Нет, вы. Ну, пожалуйста, Да вы проходите, первая. проходите. Ну. Простите, а от чего умерла ваша сестра?
Она долго болела. У нее была болезнь сердца. Сердце – беда нашего времени. Да. Павлик как-то мне сказал, что Сашенька напоминает Зину. Вы тоже очень похожи на нее. Ведь правда, правда, тоже выражение лица, выражение глаз. Да ну что вы. Разве можно в нашем возрасте говорить о выражении лица, глаз? В мои годы в моем лице накопилось столько разных выражений. Голубушка вы моя, дайте я вас обниму. От всего сердца, Ну. от всей души. Ну. Пожалуйста. Милая моя, вы не волнуйтесь. Все будет хорошо, все будет великолепно. Я не сомневаюсь. Я только очень боялась этого момента. Ведь у меня, кроме Павлика, никого нет. Но теперь есть мы. Мы, все мы. Жора, прости меня. Что с тобой? Иди разденься. Я тебя прошу, прости меня. Я не знаю, что я сделаю. Я мучаюсь. Я ужасно мучаюсь. Ты что, угрожаешь мне? Иди разденься. Жужа, я тебя прошу, прости меня. Я места себе не нахожу. Да, а я нахожу себе место. Ты изо дня в день оскорбляешь меня. Ты даже не стесняешься в выражениях. Ты что, не знаешь, что словом можно убить человека? Если ты ненавидишь свою единственную сестру. Я безумно тебя обожаю. Да, это анекдот. Это куры в нас. Диез, я сказала, а не бемоль. Следи за левой рукой и считай. Ты мне не веришь? Ты меня хочешь до точки довести? Не пугай, не пугай. Все, Жура. Все, это конец. Да, все. И нечего плакать. Нашкодишь, потом плачешь. Москва слезам не верит. Ты меня не простишь. Простишь, не простишь. Прощу, конечно. Куда я денусь? Спасибо. Пожалуйста. А вот, Зиночка,
Здесь она совсем молодая. Да. Правда, и что-то общее с вами. Да, разве что вот эта часть. Да, именно это. А отец Павлика Отец Павлика погиб во время войны? перед самым концом войны. Вот он и Павлик. А он был здоровым человеком? То есть как? Нет, ну я к тому, что скольких сильных, здоровых людей унесла война. Ах, и не говорите. Да, людей, которые до войны даже не знали, что такое болезнь. Но он был не совсем здоровым человеком. Ах, не совсем? У него была больная печень. Ну, это пустяки. Ну, не скажите. Ну, при здоровых нервах. У него были здоровые нервы? Да, он был тихим, спокойным человеком. Ну, вот это самое главное. Но это не спасло его. Да. Вот я, старая тетка, дожила до этого дня, их нет. Да. Видите, как судьба распорядилась? Да. Я уверена, что наши дети будут счастливы. Они созданы друг для друга. Мне кажется, они оба такие молодые, какие-то чистые, открытые. Ну, возможно, чересчур ранимые. Но они будут помогать друг другу. Да, они будут беречь друг друга. Да, я уверена, будут беречь. Вот смотрите, вот Павлик 2 года, а вот здесь 17 лет. А выражение лица тоже, правда? Да, я узнаю. Взгляд чистого ребенка. Да. Вы знаете, я вам признаюсь откровенно. Я впервые встречаю такого человека, как Павел. Такого открытого, такого непритязательного. Это вы точно приметили. Да. Он удивительно непритязателен. Какая возвышенная душа. Да. Это не рядовой человек. Для него его миссия, его назначение. Миссия? Да, миссия. Вы знаете, его ждут необыкновенные открытия. Милая, а вот это его работа, это вот его миссия, это относительно, так сказать, других миров, да? Знаете, его идеи не умещаются в определенные рамки. Тут и философия, и медицина. Ну, все, что касается медицины, я могу только приветствовать. Но что касается этой миссии, милая, тут я категорически возражаю. Ну почему же, милая? Это же полет мысли, это фантазия. Милая, дорогая, фантазировать можно одному. Ну, а в семье? Нет, ему это ни к чему. А вы не замечали, что он у вас уже немножко нервный? Нервный? Да. Вот вы не замечали, что у него левая часть лица гораздо подвижнее, чем правая? А это уже похоже на тик. Боже мой, нервный тик. Ну как же Нет, я ну, этого... возможно, это пока еще не тик. Но при всем этом, как можно говорить о какой-то миссии и тому подобное? Нет, это надо и жить. Он такой прелестный парень. Он чудесный мальчик, и Ну, добрый, конечно, умный. Он чистый, Да. Он прелестный, он порядочный. И они созданы друг для друга. И они будут счастливы, я в этом конечно. уверена. И мы поможем Конечно. им, и все будет великолепно, дорогая моя. Шура, Что? ты только маме не говори. Я не хочу больше жить. Ты что, Люба? Я не хочу больше жить. Так, ну, этюд выучить наизусть, марш повторить. А сейчас домой. Любочка, ну, что такое, а? Я не могу больше жить. Меня никто не любит. Ты с ума сошла, мама, а я? Меня никто не любит. Меня нельзя любить, я урод. Ты урод. Ну-ка, посмотри на меня. Ну-ка, посмотри на меня. Ты красивая. Да, Тебя любят. красиво. И тебя полюбит. Полюбит моего котеночка. Полюбит мою птичечку. Уродина. Это ж надо только такое придумать. Ну-ка, иди ко мне сюда. Все, точно.
любимая моя уродина. А у кого такие глазки? А у кого такие волосы? Тихо, тихо, тихо. А у кого такой нос? А у кого такие ушки? Тш, ну не плачь, не плачь. Шура тут позвонил. Тихо, тихо, никто не позвонил. Любочка, у тебя нервы совсем расшатались. Так нельзя. Так нельзя. Шурочка, не бросай мне. Я тебя прошу, не оставляй меня одну, я не могу больше. Я тебя прошу, не бросай. Я тебя не оставлю. Я тебя не оставлю. Мы будем все вместе. Целый вечер. Шурочка, возьмите меня с собой. Ну, там, где вы будете жить, я вам не буду мешать. Я все время молчать буду. Конечно. Я буду возьму. молчать. Конечно. Если мама меня будет целовать. А маму я уговорю. Я тебя никуда не отпущу. Мы будем вместе. Будем жить спокойно. Будем вместе читать. Будем вместе гулять. Все будем вместе. И спорить тоже будем. Спорить по сути, а не по мелочам. В жизни так много интересных явлений. Куда ни посмотришь, все интересно. А вдруг мы действительно откуда-то прилетели? Почему бы и нет? К сожалению, я должна уходить. Милая, мне пора. Ну, дождь. Такой дождь. О, у меня прекрасный зонт. Но мы еще не обо всем. Милая, мне очень не хочется, но мне пора. Но мы еще не решили, где будет свадьба. Милая, но решать будут они. А жить они будут у нас. Как? Жить они будут у нас. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте, мой дорогой! Вот мы познакомились и поговорили. Мы проворнее вас, молодых, и будьте уверены, за нами остановки не будет. Я рад, я очень рад. Ну ладно, ведь мне пора. У меня ведь 2 больших ребенка. 2 больших ребенка, большие хлопоты. Милая, это безумие жить у вас. У нас свободная квартира. Я уезжаю в Полоцк к двоюродной сестре. Так что, пожалуйста, пусть Сашенька переберется сюда. Голубушка, мы ведь тоже все вместе собрались уезжать в Одессу. То есть Как? Киев, конечно. Я не понимаю, вы уезжаете? Ну, в общем, это очень сложный план. У нас уже все продумано. Мы завтра обо всем поговорим. Мы все обсудим. Без вас мы, конечно, не примем никакого решения. Ну, до свидания, голубушка. До свидания. До свидания, Павлик. Дождь. Мы вас ждем, Павлик. До свидания. Я вас провожу. Спасибо большое. До свидания, милая. Спасибо. До свидания. Павлуша, милый, ты устал? У тебя круги под глазами. Немного устал. Бетхудов не звонил? Нет. А разве ты не виделся с Бетходовым? Сегодня занят, куда-то спешит. Мне даже показалось, что он избегает меня. Павлуша, милый, а не слишком ли много у тебя работы? Наверное, много. А что делать? Павлуша, оставь ее ради Бога. Кого? Эту работу. Все равно ее всю не переделаешь. Оставь ее. Тетя,
мне говоришь? Я? И что это за работа такая? Если на чистоту, то и я не совсем понимаю. Что ты, собственно, делаешь, Павел? Думаю, тетя. И где это видано все время думать? Ты говоришь, что Бетхудов избегает тебя. Вот видишь, а он очень тонко чувствует обстоятельства. Я так хочу, чтобы ты был счастлив, и я так боюсь за тебя. Тетя, ну ты-то понимаешь меня? Я понимаю тебя, милый, но ведь ты такой нервный, ты ранимый. Что-то не так скажешь, тебя не так поймут. А ведь семейная жизнь – это очень сложная штука. Разве это хорошо, если они будут считать тебя сумасшедшим? Что от меня нужно? Мальчик мой милый, оставь эти глупости. Живи как все равно ничего нового не придумаешь. Глупости. Не понимаю. Павлуша. Павлуша. Может, и я говорю глупости. Старая тетка. Но я вспоминаю твою мать, отца. Они умерли, так и не дождавшись этого дня. А мне повезло. Кому она нужна, эта работа? Если не будет такого дня, если ты не увидишь, как твой сын женится, если не дождешься внуков, не принимай все близко к сердцу. У каждого своя судьба. Свою жизнь нужно прожить самому. И что тут поделаешь? Я так боюсь за тебя. Это Павлик. Иди открой. Там Бетхудов. Он на лестнице стоит. Что? Что ты бормочешь себе под нос? Что? Бетхудов! Он заходить не хочет. Люба, почему ты так кричишь? Ты совершенно не держишь себя в руках. Ты совершенно не следишь за собой. Любочка. Ой, какое счастье. Жучка, не надо. Ой, какое счастье. Это невероятно. Ой, выхожу, у него губы дрожат. Сам пришел. Голубчик, милая, не надо. Ой. Это все была ошибка. Это все была ошибка. Ой, я-то знала, я-то чувствовала. А говорили, год дракона, год дракона. А вот тебе
Мне... Ой, бедненький мой. Он же так же боялся войти. Он же так намучился. Ой, он такой ранимый. Так нельзя. Ой, Любочка, подожди. Может, мне переодеться? А? Как ты считаешь? А? Но он же сейчас придет. Тихо! Люба! Не путайся у меня сейчас под ногами. Я могу что-то забыть. Ты лучше скажи мне, пожалуйста, как я выгляжу, а? Ты никуда не пойдешь. Сейчас придет мама. О, Господи, да при чем здесь мама, Люба? Ты просто ребенок. Шура, какой-то. нельзя убивать человека. Он же утешал тебя, когда ты плакала, Да. когда ты никому не была нужна. Да. Он же говорил, что и мы инопланетяне. Да. Ну ты же обещала, что мы будем вместе. Ты же только что говорила. Тихо. Мы будем вместе, и все будет замечательно. Будем вместе. Он же комнату снял для нас. Ой, бедненький мой, бедненький. Он такой заботливый. Он так намучился. Малышек мой. Он так похудел. Он так осунулся. Ты говоришь, как мама. Ну и что? Что в этом плохого? Все, Люба, все, я ушла. Ой, вот еще это надо. Любочка, А Фарятьев? Фарятьев, Павлик. Ой, он очень хороший человек. Любочка, ой, объясни ему как-нибудь сама. А? Люб... Ой, скажи ему спасибо. Любочка, а что ты не так беспокоишься? Он тебе нравится? Любасик, я как-то не подумала об этом. Это был бы замечательный вариант. Ах ты, Любасик, ах ты мой мордасик. Любочка, какой сегодня день, какое счастье. Ой, какое. Дождь, ужасный дождь. А где Шурочка? Ушла. Ты знаешь, тетя Павла показала мне фотографию Павлика. Там ему 2 года. И он очень похож на Шурочку. Наши фотографии в ужасном состоянии. Их надо разобрать,
Ага. Систематизировать. Ну, почему у нас такой беспорядок? Люба, стыдно. Ты же у меня умная, хорошая девочка. Ты почему такая бледная? Ты не больна? У тебя нет температуры? Ничего у меня нет. Люба, ты укоротила форму? Нет. Значит, ты выросла. Надо удлинить. Куда ты растешь? Все это завихрение. Это все пройдет и встанет на свои места. А у Павлика-то юношеские фантазии, это все пройдет само собой. Зубной врач в семье – это счастье. Неделю назад я получила письмо от Костелецкой и все забывала вам его прочесть. Здравствуйте, дорогие друзья. Давно вам не писала. Да и писать, по правде сказать, не о чем. Жизнь наша течет тихо и однообразно. Может быть, где-то оно иначе, но и другой жизни не знаю, так как далеко от дома отойти не могу. Мама очень слабенькая. Я было и хор оставила, но завсобесом, между прочим, очень симпатичная женщина, которая заинтересована в том, чтобы этот хор пенсионеров не умер, стала меня уговаривать не бросать его. И сказала, что если будут выезды в район, то она будет присылать девушек-сотрудниц дежурить к нам. А где Шура? Так. Так что пою я по сей день. Летом очень хлопотала, так как собралась было в Киев. Но вдруг приехал Володя из Москвы с женой и мальчиком. И вышел из моей поездки пшик, чему я очень рада. А жизнь течет, и сколько ее еще осталось. А лето пишет. Люба, ты помнишь тетю Виолетту? А лето пишет. Это Павлик. Павлик. Здравствуйте. Здравствуйте, голубчик. Здравствуйте. Проходите. Какие прелестные цветы. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Да, Шурик нет дома, она выбежала на минутку. Все в хлопотах. Раздевайтесь. Проходите. Спасибо. Любасик, займи гостя. Пожалуйста. Правда, она у меня красивая девочка? Да. Возможно, она будет очень-очень красивой. Она у меня еще и умная. Ну ладно, ладно, хватит. Она уже хмурится, и я тушуюсь. Поверьте мне. Спрашивается, зачем надо было иметь детей? Ну, я побежала на кухню. А Шушка скоро придет. Она выбежала на минутку. Как она вас любит. Смешно, да? Почему смешно? Это прекрасно. Оставьте вы прекрасно, это безумие какое-то. Я бы вообще отнимала детей у родителей. Отдавал бы государству. Вообще не разрешал бы им встречаться. Пока дети не станут взрослыми и сами не поймут, что к чему. Вы это серьезно говорите? Господи, конечно, серьезно. Это единственный способ помочь детям. Вы шутите. Вы не можете так думать. Почему не могу? В чем помочь? Зачем отнимать? Чтобы не было этой слепой, этой безумной любви.
когда готов убить сотни детей. Лишь бы остался жив один, мой, единственный, неповторимый. А потом из этого неповторимого неповторимая гадость получится. Как вы смеете так говорить? Невероятно. Я говорю от имени детей. Это милосердие по отношению к ним. Да вы не понимаете. Не говорите о милосердии. Пока у вас есть эта любовь, это единственное, что нельзя отнять у человека. Ну да. А почему вы, собственно, разговариваете со мной таким тоном? Потому что вы думаете только о себе. А вот вы знаете, например, какой процент голодающих на нашей планете? Зачем мне это знать? То есть как? Вы что, не хотите знать, сколько людей в эту минуту умирают от голода? Что вы ко мне привязались с этим процентом? Вы знаете этот процент? Я-то знаю. Но дело не в проценте, это так, к слову сказал. Нельзя быть счастливым вполне. Нельзя быть таким сытым. Ой. Ой. Что-то у меня плохо с сердцем. Ты что? Нет, нет. Выпей валерьянки. Нет, нет. Ничего, ничего. Я сейчас вздохну глубоко и пройдет. Ой, что-то у меня сегодня тяжело на душе. А может, я просто устала? Как вы думаете, Павлик? Ну, конечно, устали. Неудивительно. Вы принимаете все близко к сердцу. Ну, что делать? Куда же мне все это принимать? Мне ведь, Павлик, только сердцем может дать верный ответ. И я ведь не бог весь как умна для своих современных взрослых дочерей. Зачем ты выдумываешь? Не кричи, Любушка. Так обычно бывает. Дети обычно перерастают своих родителей. Не злись. Не надо. Я плохо себя чувствую. Выпей валерьянки. Не надо, не надо, не надо. Я сейчас глубоко вздохну. Не надо, не надо. Все будет хорошо, Павлик. Не обращайте внимания. У нас у всех взвинченные нервы. Это все пройдет. Не злись, Любушка, не нужно. У нас же гость. Что он может подумать? Вот, все, 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 все. Все, что я сейчас говорила, не имеет к маме никакого отношения. Вам понятно? Конечно, понятно. Нет, вы не поняли. Она лучшая из мамы, я ее очень люблю. Все, что я говорила, не имеет к ней никакого отношения. Странный вы все-таки человек. Никакой у вас интуиции, никакого самолюбия. Разве может мужчина быть таким? А где Александр? Вот с этого и надо было начинать. И не зовите ее Александрой. Это смешно. Папа называет ее Сашей, мама Шурой. А Бетхудов зовет ее Санек. А где Санек? Где она? Павел, как ваше отчество? Павлович. Павел Павлович, не унижайтесь. Она ушла с Бетхудовым полчаса назад. Он только поманил ее пальцем. И она побежала, как дурочка. Несмотря на 30 лет и музыкальное образование. А про вас она даже не вспомнила. Она не подумала, что будет с мамой, ей на это наплевать. Он только поманил ее пальцем. Долго уговаривать не пришлось. Господи, какая же она дрянь, какая дрянь! Не смейте так говорить. Не смейте говорить о ней в таком тоне. Я запрещаю вам. Вы? А что вы мне можете запретить? Уж если вы для нее ничего не значите, то для меня тем более. Если она про вас даже не вспомнила, то я про вас забуду раньше, чем вы отсюда уйдете. Вам ясно? Ясно? Подождите. Подождите. Я сейчас ничего не понимаю. Я, очевидно, запутался. Очевидно, что-то упустил.
Подождите. Подождите. Пожалуйста. Помолчите. Дорогая, милая девочка, я не понял, что вы сказали. Александра куда-то ушла. Да. Она не просто ушла, она совсем ушла. Да. Люба, Попробуйте только сказать маме. Попробуйте, я вас убью. что же мне делать? Сядьте! Сделайте нормальное лицо. Вы здесь не скучаете. Я сейчас к вам зайду, вот только приготовлю салат. Любочка, ты расскажи Павлику о школе, о своих планах, кем ты хочешь стать. Павел может дать тебе совет, он серьезный человек. Хорошо, сейчас. Ну, говорите что-нибудь. Что? Что угодно. Расскажите про вашу работу. Да, моя работа. Надо сказать тете. Она же собиралась. Надо предупредить, что ничего не будет. Слушайте, разбирайтесь со своей тетей сами. Мне не до вашей тети. А я после школы собираюсь поступать в лесной институт. Что вы мне можете посоветовать? Я не очень представляю, что это, но лес – это хорошо. Лес надо беречь. Да, сейчас плохо с древесиной. Значит, вы одобряете? Да. Говорите что-нибудь. Я не представляю, что говорить, я не знаю. А что пишут в газетах? Вы что же, не читаете газет? Нет, ну, лето у нас будет теплое или холодное? Через 10 лет в районе Ленинграда будет субтропический климат. Везде будут расти пальмы. А через 20? Будет совсем тепло. А потом мы сгорим? Нет, потом будут везде плантации и яркие цветы. Где эти яркие цветы? В Ленинграде. Ну, не такие уж яркие цветы в Ленинграде. Вот Киев летом. Настоящий цветник. Как быть? Что делать? С чем? У Фарятьева сложности на работе. Да. Мы живем в исключительно сложное время. Да, Любочка, ты не рассказывала про свою школу? Я рассказала. Я считаю, что это уникальная школа. Там обновился преподавательский состав. Как они преподают? Каждый учитель буквально профессор. Сплошные Бетходовы. Павлик, а вы видитесь с Бетходовым? Да. Часто? Нет. Может, вам не следует видеться чаще? Вы понимаете меня? Нам нужно будет поговорить с вами о нем откровенно, как-нибудь. Ведь Бетходов... Прав. Конечно, прав. В чем прав? Он прав. В общем, да. Он, безусловно, прав. Пожалуйста, позвольте мне уйти. Нет, Я устал. нельзя, она все поймет. Я устал. Я прошу вас, пожалуйста, посидите. Я потом что-нибудь придумаю. Ну, когда-нибудь Фернандо будет рассказать. Ну, когда-нибудь, когда это еще будет. Пока прошу вас, посидите. У нее больное сердце. Я понимаю.
Зачем вы все это начали? Зачем вы пришли к нам? Кто вас просил? Мы познакомились на именинах у Бетхудова. Меня поразило ее лицо. Она так на меня посмотрела, у нее удивительный глаза. Взгляд ее выражает множество оттенков. Почему? Почему вы ничего не узнали? Почему вы все делаете так не кстати? Мы танцевали потом. И мне показалось, она на меня посмотрела с любовью. Вам показалось. Нет, так это было. Ну, покажите. Ну, покажите, как она смотрела на вас. Покажите. Я не смогу. У нее удивительные глаза. Вы уже это говорили. А потом я пришел к вам домой и сказал: Александр, я вас люблю и хочу, чтобы вы стали моей женой. Что же я упустил? Что было потом? Потом вы пришли к нам домой. Мы с вами встретились на лестнице. На лестнице не помню. Вспомните. Вы спускались и что-то напевали. А я встала у вас на пути, чтобы вас получше рассмотреть. Вспомните. Я не помню. Вы хотите меня обидеть? Я вас? Зачем же мне вас обижать? А почему вы на меня не смотрите? Смотрю. Я без очков плохо вижу, а когда я устаю, у меня все плывет перед глазами. А почему вы не носите очки? Вы слышите, я спросила, почему вы не отвечаете? Мне не идут очки. Значит, сейчас вы меня не видите? Смутно. А так? Так лучше. Сейчас вы на нее похожи. Не говорите про нее. Это смешно, неужели вы не понимаете? Да, я понимаю. Я что-то упустил. Ошибся. Я в чем-то ошибся. Только не мог понять, в чем. Потом все пошло в кривь и в кось. Закономерно. Мы инопланетяне. Да. Может быть, я слишком поторопился. Может быть, я должна была сначала привыкнуть ко мне. И сюда прилетели наши предки. Да, Почему они здесь остались? волей обстоятельств. Обстоятельства сильнее нас. Иногда. Ну и что? И что теперь делать? Не знаю. Ну как? Вы же говорили, что надо было делать. Вы же говорили. Говорил. Я не помню. Может быть, не следовало этого говорить. Может быть, это оттолкнуло ее. Вспомните. Вспомните. Ведь не может же быть, чтобы это было просто так. Ведь есть же в этом хоть какой-то смысл. Ведь есть. 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 Простите, я невнимательно слушал. Конечно, есть смысл. Ну вот. Вот и хорошо. Разве я об этом не говорил? Расскажите еще. Все существующее прекрасно. Вот знаете, что мы такое? Что мы с вами такое? Мы часть огромной, прекрасной картины или даже мистерии, где каждая часть, каждое мгновение имеет свой смысл. Правда? Все имеет. Все прекрасно. Только вот нужно уловить гармонию момента. Я не помню. Наверное, этого не говорил. Ах, как жаль. Наверное, забыл сказать. Это многое бы объяснило. Нужно уловить гармонию
момента. Но я забыл это сказать. Я всегда забываю сказать самое главное. Что делать? Как жить дальше? Какая у вас горячая рука. Люба. Я не могу жить без нее. Вы первый раз назвали меня Любой. В первый. Как же вас раньше назвал? Никак. Без имени. Странно. Ничего не вижу, все плывет. Помните, вы говорили про странные ландшафты, строения. Про ландшафты? Что вы? А я часто вижу их во сне. Я их часто вижу. Мне иногда снится, что я лечу. Помните, вы говорили? Боже мой. Неужели говорил? Как я ошибся. Это оттолкнет кого угодно. Надо было молчать. Да, все это так. Есть огромный мир. Далекий, он нас ждет. Необычный, фантастический. О чем я говорил? Встреча произойдет. Дверь распахнется. Откроется мир. Я бы все забыл, если бы она захотела. Я бы все это забыл навсегда. Я люблю вас. Жизнь моя кончена. Посмотрите на меня. Дверь распахнется. Я люблю вас. Как никто. Никогда. Никого не любил. Посмотрите на меня. Дверь распахнется. Простите. Я много говорил, я очень устал. Я эти дни почти не спал. Очень хочу спать. Очень. Любочка, я не дочитала тебе письмо. И вы послушайте, Павлик, вы ведь уже член нашей семьи. Летом очень хлопотала. Это я уже читала. Вот. А Лето пишет, что муж ее пьет как сумасшедший, чтобы их милосердная холера не минула всех этих пьяниц, что путаются среди нас и не дают нам радостно жить. Того и гляди, что скоро пропьют все, и свое, и наше. Погода стоит разнообразная, на удивление. Влаги необыкновенно много. Того и гляди, что заквакаем, как лягушки. Не устаю удивляться капризам погоды. Яблок в этом году уродилось столько, что большое с ними затруднение. Ирина Федотовна пишет, что Анна Федотовна вышла из больницы. У нее было плохо с глазами, но сейчас она видит во тьме кромешной. У меня дело было хуже, но, слава богу, все выровнялось. Задатки на катаракту не подтвердились. Все будет хорошо. Вот ведь и мама слабенькая, а живет еще. И все мы живы, а это главное. А только Петрущак, сын дяди Лени, сделал в школе машину. Так учитель сказал, что такого еще никто не делал. Как она работает, сам учитель не понимает. И остановить ее невозможно. Приезжайте летом, посмотрите. Очень хотелось бы видеть всех вас, дорогих наших друзей. В самом деле, приезжайте-ка этим летом.
Долго не думайте, не собирайтесь. Как есть, так и приезжайте. Мы все здесь, на месте, совсем недалеко. И ждем вас. Самолеты к нам не летают, а поезда ведь ходят. В самом деле, долго ли нам жить в разлуке и забывать родные лица? Сходим на речку вечером, посидим у дома, споем песни. Молодости вернется. Летом звезды висят низко, вишня цветет, матиола пахнет. И все у нас хорошо, дорогие. Приезжайте с Шурой и с Любой, и со всеми близкими. Все вам рады, и дядя Леня, и Толя, и Ирина Федотовна.